Привет, друзья! Сегодня шикарная задача. В круг помещены два квадратика с площадями 3 и 7. И центр этого круга лежит на стороне большего квадратика, зеленого, со стороной 7. И нужно найти площадь круга. Все очень просто. Итак, S1 первого квадрата 3, S2 второго квадрата 7. Ищем площадь круга. И вот эта молодая учительница, о чем-то взывает к вам, может быть, к ученикам, может быть. Как вы думаете, напишите, о чем она взывает, о чем она беспокоится, может быть. Я думаю о том, что с геометрией в школе дела обстоят не очень хорошо. Мне школьник недавно написал в комментариях, что я знаю учениц там 8-11 класса, и они нулевые по геометрии. Не только девочки, да и мальчики. Много таких. Да, очень сложно дается геометрия. Почему? Почему? Потому что такая наука, нужно порешать много вот таких мелких полуэвристических задач, чтобы уловить, ухватить эту историю и все. Ну что ж, давайте улавливать. Итак, я рад, что вам понравилась задача про пиццу недавняя, которая прошла вчера, и не такая простая эта задача, довольно глубокая, как мне кажется. Нужно было найти в домашнем задании площадь этого куска пиццы. Досматривайте ролики до конца. Там часто очень красивые домашние задания. И вот, по-моему, Людмила Павловец, первая из зрителей на Ютубе, там указала, что можно рассмотреть два сектора, левый и правый, они прямоугольные, так называемые, значит, их сумма дает полукруг. Площадь полукруга можно найти после того, как нашли радиус, а затем прибавить сумму площадей вот этих равнобедренных треугольников. Задача окажется простой и красивой по своему решению. И эту задачу, которая очень похожа на задачу про пиццу, конечно, можно решить при помощи двух прямоугольных треугольничков в теореме Пифагора. Но я применю все-таки тяжелую артиллерию и применю знаменитую формулу теоремы синусов А на синус альфа равно 2r. Это основная формула по нахождению радиуса описанной окружности и для треугольника, и для четырехугольника, для трапеции и так далее. Ее важно знать. А – это сторона, альфа – угол напротив, r – радиус описанной окружности. Все просто. Я напомню, что дано у нас, что S1 первая площадь равна 3 маленького квадратика розового, а S2 равна 7. И требуется найти площадь нашего круга. Я даже закрашу этот круг вот желтеньким, пока вы думаете, поставлю знак вопросика и начнем думать. Чтобы применить мою формулу, нужен треугольник. Треугольника нет, его нужно сделать. Большинство, конечно, построит симметричный квадратик, там теорему о пересекающихся хордах начнут применять, а я не буду этого делать. Вот я продолжил эту сторону квадрата, получил хордочку, которая будет равна стороне квадратика. Тому, что, во-первых, диаметр лежит на оси симметрии круга, а во-вторых, что перпендикуляр, опущенный из центра круга на хорду, к хорде проведенный, делит ее пополам. Все, у нас сторона нашего маленького квадратика – это корень из 3, площадь 3, сторона корень из 3, а в квадрате это площадь квадрата. И здесь будет у нас корень из 3, все нормально. А теперь делаю треугольничек, смотрите, я эту точку соединю с этой вершинкой, а затем здесь проведу диагональку, она под углом 45 пошла, а потом дальше под углом 45, значит, никакой ломаной не будет, будет сплошной отрезочек, вот это угол 45 градусов, я дам буквы А, Б, С. Все, треугольник АБЦ я сделал, построил, и теперь нужно найти сторону БЦ, чтобы применить мою формулу. БЦ на синус А равно 2r. Вот какая цель. БЦ на синус А, который 45, равно 2r. Что ж, давайте искать. БЦ, как его искать? Да тут по-разному можно. Я опущу перпендикулярчик на правую сторону зеленого квадратика. Сторона зеленого квадратика сколько у нас? Вот это вся корень из 7, правильно? А вот этого корень из 3. Тогда получится, что вот длинный нижний катет БК сколько будет? Он будет корень из 7 плюс корень из 3. Корень из 7 плюс корень из 3. А вот этот катет сколько будет? Вот, ЦК. ЦК это будет корень из 7 минус корень из 3. Так все.
Теорема Пифагора, примененная к треугольнику какому? Вот этому узенькому треугольнику, правильно? Ну что ж, давайте применять. У нас получится, что вот где-то на свободном поле напишем, что BC будет равно, что я АС написал, сам не знаю. BC равно корень квадратный из БК в квадрате плюс ЦК в квадрате. То есть напишу корень из 7 плюс корень из 3 в квадрате плюс корень из 7 минус корень из 3 в квадрате. Вот так и все под общим корнем. Ничего страшного. Можно устно, конечно, делать. Получается квадрат первого, квадрат второго, 7 и 3 дают десяточку, плюс удвоенное 2 корней из 21. Здесь корень из 7, корень из 3. Здесь минус, чтобы вы знали, да? Дают десяточку и минус 2 корней из 21. Ну все, получается корень из 20, это 2 корней из 5. 2 корней из 5 БЦ. Ну, а теперь наша формулка, вот эта формула. То есть BC на синус А, на синус 45, 2R. BC мы нашли. Это 2 корней из 5, получается 2 корней из 5. На синус 45 это корень из 2 на 2. Синус 45 это что? О, равно 2R. Давайте устно. Двойки сократились. Здесь единица на корень из 2, переворот, r корень из 10. r корень из 10, тогда площадь нашего круга πr квадрат. πr квадрат 10π, задачка решена. 10π, все. Ответ 10π мы решили. Ответ 10π, но. Есть одно но. Интересное но. Какое? Чему равна площадь квадрата розового, а? 3. А зелененького 7. А площадь круга получили 10π. Но 3 плюс 7 дает 10, а? 3 плюс 7 дают 10. Случайно это или нет? Вот и предстоит вам дома узнать. Домашнее задание замечательное. Решить задачу в общем виде. Путь площади S1, S2 и найти площадь круга. Вы будете удивлены, потрясены, обрадованы своим маленьким открытием. Каждый день мы путешествуем по этой стране геометрии вместе с вами. Делаем всякие чудесные открытия, которых, может быть, мы не нашли и не увидели в школе. Ну, давайте поможем нашим и школьникам, и зрителям, и учителям осваивать эту замечательную науку геометрию. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.